Мало кто из уличных художников ищет славу в деревне. Их работам нужен резонанс городской аудитории. Опыт австралийской глубинки подтвердил старую истину насчет искусства, не знающего границ. Здесь, на Зеленом континенте, оно не только проникло в самые отдаленные регионы страны, но и помогает им выбраться из сложного экономического положения. Засуха губит не только посевы. Из-за нее снижается поток туристов, прогорает бизнес, ломается привычный уклад. Люди уезжают в поисках заработка в другие регионы. На прежнем месте остаются либо поселки-призраки, либо то, что требует серьезных усилий для возвращения к полноценной жизни. Нечто подобное произошло в Австралии. В период с 2017 по 2019 годы в некоторых поселках и городках из-за природной напасти стало активно сокращаться население. Но местные жители не призывали на помощь высшие силы и не просили помощи у правительства, а мобилизовали собственные ресурсы и смекалку. Так родилась художественная тропа австралийских силосных башен. У идеи разрисовывать бункеры для заготовления кормов и раньше были сторонники в Австралии. Первые граффити появились еще в 2015 году. Причем для работы приглашались настоящие профи с именем. Например, такие авторы, как Флегм из Англии или Хензе из США. Но это был скорее результат единичных экспериментов, которые не решались подхватить другие. Новые обстоятельства сделали общественное мнение более гибким. В больших и красочных полотнах многие увидели способ привлечения туристов и, как результат, шанс на выживание. Функциональность архитектуры коровников или геометрия силосных башен – по-своему интересные аспекты сельской эстетики, но вряд ли они подтолкнут кого-нибудь приехать в захолустье, да еще с фотокамерой. Совсем другое дело стрит-арт. К концу 2015 года по всей стране насчитывалось уже 17 разрисованных бункеров, а к 2018 году – 25. В некоторых штатах в дело пошли водонапорные башни, стали появляться рисунки на стенах домов, но все это красочное многообразие могло легко утонуть в потоке текущих дел и проблем, если бы не усилия Аннет Грин. В марте 2018 года она вместе с мужем отправилась в большое путешествие по стране на автомобиле. И одним из первых ярких впечатлений супругов стала картина на силосной башне в городке Равенсторп. После возвращения домой Аннет решила поискать в сети, нет ли подобных работ в других уголках страны. С большим трудом было найдено еще 9 штук. Вопрос, почему у по-настоящему интересных художественных произведений нет единой базы, подтолкнул женщину создать специальную страницу и сообщество в Facebook. С помощью этого ресурса люди со всего мира смогли познакомиться с творчеством таких австралийских художников, как Гвида Ван Хельтен, Финтон Мэгги, Рон, Эвок Иван. Страница быстро набрала 30 тысяч подписчиков, но самое важное, по мнению Аннет, заключается в том, что народ потянулся в австралийскую глухомань. История городка Талона в этом отношении особенно показательна. Населенный пункт находится не так уж далеко от цивилизации, в 540 километрах от Брисбена. Засуха буквально высушила местное население, заставила многих переехать в более благоприятные климатические условия. Выращивание пшеницы и овец здесь худо-бедно сохранилось, но единственный в городке паб и магазин – никудышная приманка для потенциальных гостей. Тогда-то местная община и решила собрать средства для того, чтобы украсить единственный выдающийся объект – силосную башню. Теперь овец на фоне полыхающего заката, которыми славятся эти места, охотно постят в сетях не только случайные приезжие, но и туристы, специально наведывающиеся ради такой достопримечательности. В Сент-Джеймсе, штат Виктория, тоже нашли свою тему для творчества. Этой темой стал успешный бизнесмен. Дело в том, что основатель австралийской сети супермаркетов Джеймс Коулс родом отсюда. Один из первых магазинов Коулс до сих пор сохранился в городке. Словом, как знаменитость национального масштаба, мистер-миллионер вполне заслужил того, чтобы его увековечили на силосном бункере. Художественный почин оказался настолько успешным, что теперь в некоторых общинах стали проводить стрит-арт-фестивали, а где-то даже организовали локальные художественные тропы. Аннет по праву может считать, что ее заслуга в этом тоже есть. По крайней мере, она не перестает развивать медийную часть проекта. Ее стараниями появился целый сайт, посвященный художественной тропе австралийских силосных башен. Выпускаются информационные бюллетени. Ну и, конечно же, большой энтузиаст сельскохозяйственного стрит-арта сама не перестает путешествовать и продолжает фотографировать.